Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня, смотрите, хочу показать вам, как сделать вот такую сережку. Я ее назвала полярная звезда, потому что, похожа она. Да? Вот сегодня сделаем мастер-класс по вот такой плетеной сережке. Видите, она так выглядит спереди, так сбоку, она полностью вся плетеная, и вот так сзади. Вот. Что было? Решила я сделать вот такое колье. Смотрите, видите? Колье тут с кристаллами, со шпинелью, стеклянные бусины, и она тоже плетеная. То есть колье как было сделано? Была вот такая металлическая основа, на нее я наплела делику, потом дальше сплела уже вот эту серединку, сделала, подвесила вот эту шип и прикрепила бейл. Оно небольшое, оно смотрится очень так-то богато. Но видите сами, оно небольшое, то есть оно очень блестящее, но не крупное украшение. Вот, бусы, получается, сделаны из ронделей, стеклянных бусин. Вот эти, кстати, капельки, это вот те капельки из магазина с хорошим стеклом, Стрибель. Я, кстати, ссылки оставлю под видео на используемые материалы, на всякий случай, мало ли. Это вот эти стеклянные бочоночки, которые я тоже показывала. Расставлено тут гнутыми вот этими дисками. И вторая часть сделана из цепочки. Цепочку я подбирала в цвет золота на шипе. То есть у меня тут получается два цвета золота: поярче, вот такой более желтое, и не такое яркое золото, побледнее. Вот. Видите? То есть, по сути, вот система какая? Берете основу металлическую, оплетаете ее деликой. Деликой лучше получается, чем круглым бисером. И потом вплетаете, что вам угодно внутрь, в зависимости от размера этой основы и там вашей фантазии. Вот так. В общем, такое колье. И, собственно, к нему я уже делала сережки. Сережки получаются вот такие. Такая сережечка. Вот она. Видите, по-моему, очень хорошо вместе смотрится. Ну что, если вам интересно, как сделать такую серьгу, пожалуйста, оставайтесь со мной. Смотрите, нам понадобится шатон 6 миллиметров, 4 шатона 4 миллиметра, бусинки 3 миллиметра. Они желательно должны быть кругленькие, не рондели, а вот именно кругленькие бусинки. Потом понадобится делика. Делики нужно будет больше, чем вот то, что я тут насыпала. Делика у меня 11, которая 1,6 миллиметра. Делика понадобится. Потом понадобится бисер 11 размера. У меня его в моем случае будет два цвета: зеленый и золотой. Совсем чуть-чуть пятнашки, по желанию на самом деле. Вот. Еще я буду использовать фарфаль. Вот. Его не обязательно использовать, на самом деле. Можно вместо него использовать просто бисер 11 размера. И вот я буду использовать такие бусинки шпинели, кругленькие, граненые, 3 миллиметра. Также понадобится швенза, у меня обычный крючок, и понадобится такой шип. Так, и плести я буду на вот такой ниточке. Эти японские нитки. У меня она золотого цвета. Вот, кстати, хорошая нитка для плетения. Она для вышивки хороша и для плетения. Удобная. И цвета разные. Мне нравится. Так,
нитки нужно будет где-то сантиметров, не знаю, 70 до метра, вот так вот. Итак, начинаем плести. Берем наш шатон, проводим иголку вот так, наискось. И зажимаем хвостик. Теперь набираем бусинку 3 миллиметра. Ой, бусинку 3. Бисеринку. Бисеринку 11 и бусинку. Так, вот отсюда мы вышли, получается, заходим вот так назад в эту дырочку. Ну что? Получается, смотрите, получается вот так. Теперь проходим в следующую. Проходим. Получается вот так. Теперь постоянно ниточку набираем и проходим. Господи, это что такое-то? Так. Получается, то есть получается такой треугольничек около каждого уголка нашего шатона. И последний набор. У меня тут все, конечно же, как всегда, на камеру не получается с первого раза. Два. Так. Так, и вот так. Вот, выходим. Вот сюда. Вот так вот у нас должно получиться, видите? Вот так. Теперь берем вот этот хвостик, здесь завязываем узелок, чтобы вот это не расползалось. Его, конечно, можно держать пальцами, но мне неудобно. У меня оно все выскальзывает. Поэтому я его лучше завяжу. Так вот на 3 узелочка. Все. Завязали, теперь он никуда не убежит. Смотрите, что у нас получается с лицевой стороны. Вот так. Вот так получается у нас с лицевой стороны. Кристалл в оправе. Теперь продеваем нитку в ближайший. Подтягиваем. И вот эту ниточку теперь можно обрезать. Я ее буду обрезать горелкой. Аккуратненько ее обрезать. Теперь смотрите, ниткой мы прошли вот сюда, вот в эту зеленую бисерину. Теперь мы делаем так: мы берем шпинель. Берем мы шпинель и проходим в эту бусинку опять. Вот так. Шпинель должна как бы встать перед ней. Вот так. Перед этой бусинкой. Теперь проходим следующую зеленую бусинку, серединочку. Набираем еще шпинель. И проходим опять. Вот так. Шпинель должна встать как бы перед этой бисеринкой. Подтягиваем хорошо. Вообще в этом плетении нужно так-то подтягивать. Так, теперь следующее. Еще
еще набираем еще одну шпинель и подтягиваем. Еще одну шпинель и опять проходим вот в эту зеленую бусинку. Так, ну вот, сейчас покажу, что должно получиться вот так. Если оно не лежит прям как надо, ничего страшного, оно подтянется еще. Так, теперь нам нужно выйти вот из шпинели, из следующей. Так вот, выходим. Теперь нам нужно делать такой набор. 11 номер. Шатон. Причем шатон мы хотим, чтобы он стал у нас вот так. То есть нам наискось. То есть нам нужно пройтись в его дырочке наискосок. Вот так. Так. И еще одну 11-ю. Вот сюда мы проходим и подтягиваем. Так. Получается, смотрите, вот так. Вот так. Теперь мы делаем так через каждую шпинель набор делаем. Опять же, не бойтесь, что оно сейчас немножко разболтано, оно все подтянется. Ничего страшного. Так, 11-й. Шатон. Наискось. И вот этот. 11-й еще один. И через шпинель. Так. Теперь еще 11-й. Еще шатон. Опять же, шатон вот наискось мы должны проходить. Чтобы он вставал таким ромбиком. Так. И еще одна 11-я. Шпинель. Так. Что, последний набор. Смотрите, видите, как получается? Получается должно вот так. Теперь еще один 11-й. Последний наш шатон. И еще один 11-й. Так, проходим через шпинель. Опять же. Так, ну вот, смотрите. Должно получиться вот так. Теперь мы хотим зайти вот в эти бисеринки, вот эти бусинки. Вот так. Мы хотим пройти вот в эти бусинки. Это что такое-то? Давайте с изнанки покажу. Теперь будем плести с изнаночки, виднее будет. Вот мы вышли из бусинки 3 миллиметра. Вот так. Теперь набираем 2 дырки и проходим в свободное отверстие вот здесь нашего шатона. Проходим. Теперь подтягиваем. Видите, получается. То есть нам нужно сейчас будет оплести вот эти наши треугольнички. Так, теперь ушки. Теперь набираем еще 2 дырки и проходим опять вот в эту дырочку. Вот в эти 2 бусинки 3 миллиметра. Дальше проходим через бисеринку 11 и через вот эти 3 миллиметра следующие. Понятно? Также набираем 2 дырки, 2 штучки. Дырку. Так, подтягиваем. Теперь набираем еще 2 дырки. Ой. И проходим опять вот в эти бусинки. Следующее проходим в 11-ю. И вот в эти 2 следующих. Вот так. Теперь опять 2 дырки. Проходим в шатон. 2 дырки. Вот
2. 2. Ой, так. 2 дырки. И проходим вот так. Видите, как получается? Так мы ее заплетаем. Следующее. Проходим в последние вот эти 2. И делаем вот так. Вот так. И вот так. Теперь смотрите, что получается. Получается вот так. Видите, мы здесь добавили вот по 2 дырки с двух сторон. Теперь нам нужно сделать вот этот уголок. Вот так. Смотрите, для этого нам нужно выйти из вот этих дырок. Вот. Вышли. Нужно набрать 2 дырки. Одну 11 размера, и в моем случае это будет фарфаль. И еще одну дырку. Ой, 2 дырки. Так, вот так. 2 дырки, фарфаль, дырка. И проходим вот в так сюда. Теперь мы можем в принципе идти хоть туда, но мы можем пойти в эту сторону. Смотрите, то есть проходим в 2 дырки, проходим в 11-ю, вот так, и следующие 2 дырки, вот выходим. Теперь фарфаль в моем случае, 2 дырки, вот он набор. И проходим в следующие 2 дырки и в 11-ю. Вот так. И вот в эти 2. Теперь еще 2 дырки, фарфаль, 2 дырки. Вот так. Проходим опять в наши 2 вот эти дырки, 11-ю. И вот здесь, вот в эти 2. То есть мы делаем уголки. Если нет фарфаля, пожалуйста, используйте 11 бисер. Получается прекрасно с 11. У меня просто есть фарфаль, и мне показалось интересно его использовать. Опять проходим вот сюда, в 11-ю. Ну, вот. Теперь видите, получается вот так с этой стороны. Вот здесь должно получиться 4 дырки, 11 или фарфаль, 4 дырки, 11 вот эта бисеринка, 4 дырки, фарфаль, 4 дырки, 11. Так. Сейчас мы будем ее декорировать. Получается с этой стороны пока вот так. Видите? Вот они наши оплетены. Теперь сейчас будем идти просто по плетению. Проходим через нашу дырку. Здесь. Мы вышли из 11, проходим через дырку. Не захватываем фарфаль или 11 бисер здесь. Проходим через 3 дырки. Вот одну оставляем, видите, через 3. Вот так. Через 3 дырки проходим. Берем шпинель. Опять проходим через 3 дырки. Подтягиваем. Получается вот так, видите? Опять фарфаль не захватываем. 3 дырки проходим. Берем шпинель. И проходим через 3 дырки вот с этой стороны. Вот так. Теперь делаем то же самое. Опять же, фарфаль не захватываем. Проходим через 3 дырки. Шпинель. И опять же через 3 дырки.
последнее 3 делики, шпинель и вот так сюда. Получилось у нас вот так. Вот эта сторона вышла вот так. Видите? Вот с этой стороны у нас уже получилось вот так. Видите? Вот так. Теперь, смотрите, мы вышли из вот этой вот. Сейчас мы берем опять, не захватываем фарфаль. Берем, проходим через одну. Набираем 2 бисеринки. Одиннадцатого размера. Если не хочется, можно набрать делику. Вот они, 2 одиннадцатого. И сюда вводим. Просто это укрепляет вот эту вот рамку. Теперь вот так. Все, то есть проходим, видите, получается вот так. То есть мы проходим через вот этот шпинель. Вот теперь опять же не захватываем фарфаль, потому что если мы не захватываем, у нас тогда получается такой уголок полированный. Захватываем фарфаль. Ниточка должна быть под него. Проходим через одну делику. Берем 2 бисеринки. Проходим через шпинель. Берем еще 2 бисеринки. И проходим через делику. И вот теперь просто делаем так с каждой стороны. Проходим через делику, 2 бисеринки, через шпинель, еще 2 бисеринки и через вот эту делику последнюю проходим. Вот так. Так, теперь опять не захватываем фарфаль. Проходим через одну делику. Берем 2. Проходим. Берем еще 2. Так, смотрите, что получилось. То есть получается у нас была сначала вот эта вот оплеточка вот здесь. Потом мы добавили шатоны. Потом мы сделали уголки на шатонах. Потом мы добавили шпинель. Да? И потом вот мы добавили вот эти вот еще бисеринки. Вот так. А с лицевой стороны оно выглядит вот так. Видите? Вот так. Теперь нам нужно сделать... Теперь нам нужно подвесить нашу швензу, видите, и вот этот вот шипик. Так, для этого сейчас будем гулять по вот этому внешнему кругу. То есть мы проходим сейчас через бисерины. Вот так, видите. Брали мы 2 одиннадцатых, 6 пятнашек. Набираем наш шип. И еще 2 и еще 2 одиннадцатых. Проходим в следующую 11-ю. Вот так. Мы набираем 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2. Ну, вот такой набор делаем. И проходим в следующую 11-ю. Вот так. Вот она получается петелька. Теперь мы хотим пройтись по этому делу еще раз, чтобы было 2 нитки. Получается не на одной ниточке она висела, а на 2. То есть сейчас мы пройдем через вот ту петельку разочек еще. Вот ее немножечко укрепим. Вот
Ну вот, смотрите. Вот так должно получиться с обратной стороны. Вот так. То есть петелька тут. Вот так с этой стороны должно оно все получиться. Ну, собственно, и все. Если вам кажется, что где-то что-то немножко расхлябано, просто пройдитесь по тому кругу еще разочек. Получается у нас вот так. Сейчас нам нужно только сделать швенцу. Все. Берем крючочек, открываем аккуратненько, надеваем и аккуратненько закрываем. Поджимаем. Наши серьги «Северное сияние» готовы. Смотрите, какие красивые они получились.